Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. И сегодня у нас в гостях Виктор Максименков, исследователь-искатель. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей, здравия, слушатели. И сегодня у нас тема нашего эфира: Новгород — это Неаполь, ему 4400 лет. Запретная история славян. В эфире мы попробуем раскрыть истинную историю славян, которые основывали свои Новгороды от Ближайшего Востока и до Италии, до Балтийского моря на протяжении 5300 лет. Поэтому, Виктор, даю тебе слово. Начинай. Да, Алексей, благодарю. Мы уже не первый раз встречаемся, находили много интересного по миру. Погибшие луны, континенты, как бы технология здоровья, как работают природные процессы в природе, включая человека. Но нам нужно помнить и прошлое. Потому что без прошлого нет будущего. Это давно известно. И если мы не знаем прошлого, мы вынуждены ошибки прошлого повторять. И поэтому в этом видео и предлагаю такую тему поднять, что вообще-то Новгород — это Неаполь, только он это звучит на старом языке. И действительно ему тысячи лет, есть документальные подтверждения, что все именно так. И когда мы понимаем более древние языки, от которых нас отрезают постоянными реформами, то мы начинаем находить наших предков, культуру славяно-арийских народов белых по всему миру. Вот я предлагаю здесь ее найти. Я же не зря Ломоносов помогает нам из прошлого и говорит: народ, не знающий своего прошлого, будущего не имеет. Отсюда такая борьба с настоящей историей. Вот и мы будем основываться на документальных подтверждениях. Возьмем, например, новые материалы для древнейшей истории славян и вообще славяно-русов. Но они были созданы Классеном, Егором в 1854 году. Выпущена эта книга. Что он там пишет? Он говорит, что многие унижались, пытались относиться пренебрежительно к славянам или русам. И вот фамилии этих существ: Байер, Мюллер, Шлёцер, Галин, Паррот и целая фаланга их последователей и верующих в них. Потому что все теории, которые они тогда предлагали, они были сразу разбиты настоящими русскими учеными. И до сегодняшнего дня это не просто теории, это гипотезы, ничем не подтвержденными. Если есть какие-то факты, которые не успели опровергнуть, когда они появились, ну покажите их, мы с удовольствием их почитаем. И вот же пишет Классен: они все это русское пытались усвоить своему племени и даже покушались отнять у славяно-русов не только их славу, величие, могущество, богатство, промышленность, торговлю, все качества сердца, но даже их племенное имя русов известно истори как славянское, не только всем племенам азийским, но и израильтянам со времени пришествия их в обетованную землю. И у них русы стоят во главе не только римлян, но и древних греков, как их прародители. То есть это то, что мы смотрели в предыдущих видео, когда мы ходили в Трою, ходили к хетам, ходили к этрускам и видели там исключительно славяно-арийскую культуру. И об этом же пишет Классен в 19 веке. А вот что пишет Тютчев. Русская география. Стихотворение 1848 год примерно. Москва и град Петров, и Константиновград. Вот царство русского заветные столицы. Но где предел ему, где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Грядущим временем судьбы их обличат. 7 внутренних морей и 7 великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Ефрат. От Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то привидел дух и Данил предрек. Ну подождите, это 19 век. Вам рассказывают, что есть постоянно какое-то движение вперед, новые технологии. А перед нами совершенно другая история. И опять же, она основана на чем? На письменных источниках. Где они сейчас? Ну, нам с вами повезло, в наше время оцифровывают архивы, и там повылазило такое, что, конечно, опять же, показывает истину, ну, полностью опровергает современные теории. Причем даны они в единственном экземпляре.
Ну, если бы вы были инженерами, вы знаете, что когда вам что-то неизвестно, или вы ученый, вам надо рассматривать два-три основных варианта, на которые есть хоть какие-то подтверждения, чтобы потом выбрать лучший, например, или сказать, здесь доказательств больше. Когда же вам дают один вариант, и он давным-давно опровергнут, и доказательств никаких, то это религия, в которой надо просто верить и не задавать вопросов. Ну, когда я учился в школе, я задавал вопросы, ответов не получил. Думал, ну, может, в институте мне расскажут, почему этот бред нам втирают без доказательств. В институте оказалось то же самое. Никто ничего не знает, есть авторитеты, идите гулять. Мы ответов не знаем. Он что пишет Мавро Арбини в книге «Славянское царство», которая вышла в 1606 году. То есть мы опускаемся все ниже, ниже, ниже. И что же мы там читаем? Русская империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели Азией, Африкой, Египтом, Македонией, Персией, Грецией, Иллирией, Моравией, Шлёзской землей, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами. Она написана на итальянском языке. Прошло уже, извините меня, 4 столетия, а вы об этом ничего не знаете. Это к слову о том, что вы что-то знаете, развиваетесь. У вас нет ничего. Кстати, есть еще вот книга Щербакова. Она многотомная, он готовил ее для царицы на тот момент, Екатерины, я так понимаю. Ну, примерно 18 век она создана, много томов, есть в единичных экземплярах. Потому что, а почему ее не изучают? Он собрал там разные документы, и они полностью опровергают то, что вы знаете. И опять же, всех людей, которые я вам показывал, они основывали свои выводы на письменных источниках. И что же вот пишет нам товарищ про Великий Новгород, который официально считается, ну, он как бы основан в IX веке, по первому упоминанию. Но он показывает нам документы, этот товарищ, что по свидетельству преподобного Нестера, Новгород, который также назывался Украт, Немагард, был построен почти в единое время с Киевом, возвратившимся с Дуная реки славянами. То есть около V века по Рождеству Спасителя. Ну, извините меня. А они вообще как бы, то, что называется историками, книги в принципе не читают. Они как бы одну создали, которым там Байер с Миллером написали, и все, перечитывают одну и больше на этом все. Ну, походу, что так. Потому что ведь это я беру из открытых источников российских университетов. Берите и читайте. И опять же, здесь пишется еще интересные факты, что получается, что около половины V века вот этот был построен Новгород, ну и, соответственно, он где был построен? Он был построен рядом с городом, который раньше назывался Славенском, примерно на расстоянии в 1 версту. Его стали называть новым городом. Подождите, так там еще был город, еще ранее, да, был. И даже есть свидетельство Андрея Первозванного, апостола, который путешествовал к славянам по Днепру. Он поднялся до того места, где сейчас новый город стоит, то есть Новгород. И попал к славянам. Ну так извините меня, это вообще 1 век нашей эры. Ну, а историки тоже не собираются читать собственные же документы. Ну, от слова совсем. Так, мало того, что там, оказывается, есть Киев рядом с Ладогой. И это указано на как бы древних картах. Понимаете? Вот, например, у нас карта 1678 года. И в устье Невы есть Киев. И историки тоже нам рассказывают всякие там бредни про Олега. Потому что там в одной из источников написано, что он умер в Киеве и пахал Ронин на Ладоге. А как такое может быть? А все очень просто. Киев это просто укрепление такое, дорогие друзья. Это не город какой-то, это вот укрепление справа. То есть подобный ряд бревен. Он кий это шест, палка. Вот когда вы видите подобные палки, это укрепление из бревен, глины, камня, песка. Оно толстое, и его невозможно пробить. Вот таких жили славяне. То есть Киев это защищенное поселение. Да, там живут люди, но это не тот, что Киев прям, он должен быть четко на Днепре и на этом все. Он был везде.
Об этом, кстати, пишется в исторических топографических известиях по древности России с Засецкого 1777 года. Что он пишет? Славяне управляемы были своими как бы князьями. И князья их были Ки, Щек и Харил. Старший в 430 году построен на реке Днепр-Град. По своему имени там владычествовал. Ну, понятно. А по реке Дунай Кий построил град Киевец. По кончине этих князей долгое время князья княжили в своих землях, продолжалось вплоть до 9 века. То есть, получается, Киев был и на Днепре, и на Дунае. Потому что, я повторяю, это защищенное поселение, в котором живут люди. Ну, да, действительно, это так. И если мы пойдем на Дунай, то там сохранился город Новгород. Ну, Новгород сокращенно, ну да, сохранился. И стоит он недалеко от города Руса, в Русенской области. Ну, как вы думаете, Новгород в Болгарии, на Дунае, и рядом город Руса. Как вы думаете, кто строил? То есть это были греки, римляне, кто это сделал-то? То есть подобных наименований их огромное множество. Просто, ну, великим ученым это просто неинтересно. Ну, мало того, что, а при чем тут Дунай, вы скажете? Так это настоящий путь из Варяг в Греки. То есть по Киеву, ну, как бы по прошлому Днепру пройти очень было трудно, там были пороги. А вот по Дунаю зайти вглубь европейского континента, там перейти в Рейн и подняться в Балтику было намного проще. Вот он путь из Варяг в Греки. Именно здесь, кстати, великие ученые и нашли славян в VI веке. Правда, у славян индоевропейский язык, но это, короче говоря, никого не смутило. Ну ничего, что язык от Индии до Европы. Зато нашли они их на Дунае. Болгарами некоторых назвали, хотя болгары это волгари, искажение, то есть переселенцы с Волги. Ну и это все мелочи. Если мы заглянем в Германию, то почему-то в наших книгах тоже нет никаких информаций, а там примерно 600 славянских топонимов. То есть в Германии, в принципе, по побережью Балтики найдены. То есть вот они перечислены, их 600. Ну, наука нам говорит, да, там по Дунаю расселялись, перешли там в Германию, славяне расселились. А у вас это в современных учебниках вы встречали, что есть вот такие западные славяне, они жили в Германии. Кстати, оттуда же и Рюрик пришел. По тем же книгам, которые я вам показываю, там написано, что Рюрик был как бы отсюда, из славян, только Германии, но никак не Швеции. Где мы это можем прочитать? Еще один запрещенный, но, слава богу, оцифрованный документ. Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. 1798 год. А там вообще другая история. Во-первых, там есть потоп. От создания мира до потопа лето 2242. То есть перед нами самый древний славянский календарь в мире. И когда начинают спрашивать людей, ученых, они говорят, это Византия. Когда им напоминают, что Византия существовала недолго, они тогда, почесав, говорят, ну это еврейский календарь. Ну я вам отвечу, еврейский календарь, он основан на лунных циклах. Это же календарь лунно-солнечный, то есть астрономический. Он имеет астрономическую точность. Это всего лишь одна из приближенных его дат. Дата после Великого потопа. Опять же, у вас в учебниках что-то про потопы есть. А видите, их потом было тоже много. То есть периодичные катастрофы тоже убрали. А ведь они периодичные. Но что мы читаем? Что от потопа до разделения языка 530 лет. Опять же, единый язык был изначально славянский. Он был один. Все остальные просто нарезаны из него. Искажены. А потом от разделения языка до начала Великого Славянска, где ныне Великий Новгород, 327 лет прошло. От сотворения света до начала Славянска Великого это было 3099 лето. Когда же это по отношению к Рождеству Христову? То есть в лето от сотворения мира 3113, от потопа 871, прежде Рождества Христова за 2387 лет. Вдумайтесь, 4400 лет назад здесь описывается,
как князья Рус и его брат Славенск, а они дети Скифа, ну если эту книгу почитать, основывают Славенск Великий на месте современного Новгорода. И в предыдущих книгах нам говорят, что да, этот город погиб. И они Новгород основали в V веке на расстоянии версты от старого погибшего вот этого Славенска. И там же город Руса есть, в честь князя Руса. То есть сегодня это старая Руса, я так понимаю. Но они же не просто так туда попали, они как раз расселялись вот по этому водному пути. То есть и шли по Днепру потом, чтобы попасть в эту, как бы, в Балтику, по вот этим всем рекам. Но опять же, это опять же освоение того же озера, того же места, где сейчас Питер стоит. То есть без этого места вы же просто в Балтику не выйдете. То есть это к тому, что там что-то Петр осваивал. Ничего он там не осваивал, он максимум возвращал потерянное. Но это уже другая история. То есть в лето от сотворения мира 3085, прежде Рождества Христова за 2415 лет, славянский Рус с родами своими отлучился от Экскида Понта, но это Черное море на тот момент. И, короче говоря, и шли они, и расселялись. И шли, пока они встретили большое озеро и назвали ее в честь своей сестры Ильмень. Ну и там построили этот город. Ну подождите. Ну, это ведь письменные источники, это же не мои источники, это источники университетов, они их хранят, они много раз использовались предыдущими историками. А где же как бы все это? Кто-то скажет, ну а как вы там связываете, там 4400 лет, там скифы, ну по названиям там все четко написано, они славяне, русы, их прародитель скиф. В ответ на то, что там скифы в IV веке куда-то там канули, показываю вам змеевики. Перед вами вот эта змея, это прародительница скифа. Мы в предыдущих видео ее смотрели, пожалуйста. И называются эти береги Змеевы Луны. То есть этот змеевик найден в Новгороде в 13 веке. Но опять же, дорогие друзья, подождите, вам же сказали, что там что-то было в 9, там, 10 веке, все как один стали кем-то не тем. То есть поменяли веру, сами что-то там разрешили, а тут скифские обереги, потому что слева христианская символика, а справа скифская. И они в Новгороде 13 века находятся. На обратной стороне написано «Дна». То есть это Ехидна, прародительница скифов. Она же Диана или Дана, богиня воды у славян. А змеи это циклы. Ну, а то там рептилии. Нет, это циклы. Месячные циклы, в том числе женщин. То есть это цикличные процессы природные славянские. И известные прародительницы кого? Скифов. Но скифов не тех, что наука опять же придумала. То есть научным мужам трудно работать. Надо постоянно обрезать. Постоянно обрезают. Ничего, что там скиф был более 4400 лет назад. Нет, не было. Вот там возле Черного моря недавно из ниоткуда в никуда. А здесь написано, что это все родственники. И количество лет намного больше. И никуда скифы не исчезли. Вот, пожалуйста, их змеевик. И он же не один, их же много. Вот я вам напоминаю эту легенду, как появились скифы. Что Геракл пришел в какую-то страну, а это как раз на самом юге Днепра было. Там он стрел как раз девушку с вот этими змеевыми ногами. Ну и, соответственно, они сотворили прародительниц скифов. Кстати, там было трое тоже сыновей. Самые слабые ушли, а скиф самый сильный остался. Вот она, опять же, та же самая змея. Неужели, как говорится, исторические мужи 2 плюс 2 для них это прям какая-то высшая математика? То есть, ну вот она, это прародительница скифов. Ну что тут сложного? Ничего так. Куда скифы делись? Никуда. Никуда, вот они, пожалуйста. А зачем я вам это все читал? Потому что у нас есть книга Джильса «Московия» при Иване Грозном глазами иноземцев. Что он тут пишет? Новгород, где происходила война, о которой так много повествует в истории. Война скифских рабов, поднявшись оружие на господ своих. Бояре новгородские окрестных стран были заняты войной с татарами.
Они возвращались домой, там рабы овладели их городами, имуществом. И недалеко от Новгорода встретились с рабами, выступившим против них в боевом порядке. Собрали совет и доложили идти на холопов не с оружием, а с кнутьями, чтобы напомнить их об их рабском состоянии. С тех пор в память этой победы новгородцы выбили монету с изображением всадника, им поднятым размахнутым кнутом. Вот эта деньга, внимание, 15 века. Мужчина, наконец, кнутом поражает кого-то с серпом, раба. И написано «Великого Новгорода». Вы скажете, а как это коррелируется с нашей современной историей? 15 век, Новгород, война Новгорода, скифских рабов. Как это вообще совмещается? Да на самом деле все очень просто. Жители Новгорода 15 века это и есть потомки так называемых скифов. И жили они действительно в Новгороде. Только он назывался, и наука его называет, Неаполь-Скифский. Это столица скифов в Крыму. Они говорят, что, ну, по раскопкам она там существовала примерно с 4 века до нашей эры по 3 век нашей эры. Вы скажете, ну что за бред сивой кобылы? Нам же каждый историк прожужжал, что скифы это кочевники, письменности нет, городов нет, все живут на заднице у лошади, там выплавляют металл, делают изделия, потому что у них чешуйчатая броня. А чтобы вы знаете, чтобы иметь броню, надо же где-то добыть руду, надо перерабатывать как бы лес, надо все это дело переплавить, потом выковать. То есть, ну, лошадь это не сделает, это где-то надо делать. Потом надо что-то есть, ну не только ж мясо, надо что-то выращивать. Оказывается, все очень просто. То есть скифы, как я уже показывал в предыдущих видео, скит это защищенное поселение. И поэтому скифы живут в защищенных поселениях, а ну, между ними перемещаются. Даже изначальное слово скиталец, чтобы вы знали, оно принадлежит к шифрованному сообщению. То есть на палку наматывали, например, кусок кожи, писали сообщение, его разрезали в виде пояса. И пояс человек подпоясался, брал палку и перемещался между защищенными поселениями. Отсюда слово скиталец, носитель вот этого зашифрованного поселения. А вам, ну, послание, а вам потом сказали, что как бы, ну, это его несет непонятно куда, непонятно зачем. Нет, он несет шифрованное сообщение, и для его прочтения нужна палка, скитала. Или по-русски считала, так как они русские все не знают, тоже для считывания сообщения. И опять же, древние скифы имели и письменность, она есть у древних, мы ее показывали в предыдущих видео. Но самое смешное, что Неаполь скифский, столица скифов, как минимум 7 веков, это дословно по-современному новый город. То есть Новгород. И поэтому рассказ из Новгорода 15-16 века с монетами, он соответствует этому Неаполю скифскому или Новгороду, который был где? В Крыму. Так пропали куда-то скифы? Никуда они не пропали. Они пропали в голове у ученых, больше нигде. Они как были, так и остались. И есть этому доказательства, причем у самих же так называемых ученых. Ну подождите, если Неаполь скифский, или просто Неаполь, это тот же новый город, значит мы можем смотреть шире, идти дальше. То есть, потому что вот когда мы читаем различные, опять же, источники, то мы, во-первых, вот, например, древности Шафарика, то мы как бы понимаем, что славяне жили на Ближнем Востоке. Об этом и Классен говорил по письменным источникам. Что они были прежде того, как евреи туда пришли, прежде римлян, прежде греков, так называемых современных, имели письменность, здесь тоже об этом пишется. И славяне, вот, Диодор Сицилийский пишет, что славяне были первые жители Сирии и Финикии. Ну, у вас это вообще... Они Венецию построили, как и многие другие города. У вас это вообще есть в учебниках? А между прочим, ученый-лингвист Авраам Яковлевич Гаркави, еще ну, где-то в 19 веке, по-моему, он написал, что, дорогие друзья, в древних еврейских источниках ханаанский язык
Это вообще-то славянский язык, как Ханаане это славяне. Ну так, а вы в курсе вообще, где Ханаан-то находится? Это же Ближний Восток. Вот когда мы приходим на Ближний Восток, вот я вам стрелочками обозначил, Наби Муса, Джараш, Мадаба, там все завалено славянскими, как бы, ну, мозаиками. Они найдены, показаны. И как вы думаете, на кого их записали? На славян? Да сейчас держите карман шире. Их записали на кого угодно, кроме славян. Ну, мы сейчас почитаем их, нам-то не впервой. То есть, вот мозаика в Иордании. Там, как говорится, мужчина в славянской рубахе рядом с коловратами что-то делает. Историки говорят, ну это 6 век, это, наверное, христиане. Ну, не знаю, точно это 6 век. Потому что есть Иордания, мозаика церкви святого Стивена. Считается, что там изображены 27 ветхозаветных, новозаветных городов Египта, Святой Земли и запад реки Иордан. Вот она, ну, примерно возле Мадабы находится. Читаем. Неаполис. Ну, то есть новый полис, новый город. Новгород. Просто там его в Крыму назвали Неаполь Скифский. А здесь он просто Неаполь, то есть Новгород. Ну где он? Он на Ближнем Востоке. А внизу написано Филадельфия, потому что мы уже читали много раз, как именно из этого места славяне переселялись в Америку. И именно по этим картам, которые они имели, потом и Колумб поплыл. И почему в Америке куча скифских курганов, ну, как остаток, как говорится, прошлой цивилизации. И, кстати, для особо одаренных, я вам специально стрелочками повыделял, те буквы, которых нет в языках греческом, и, например, у латинян. Ну, их просто нет. То есть приписывать это там грекам, ну, не получится. У них нет таких букв просто. Ну, от слова совсем нет. То есть тут же у славянской буквицы-то было больше, чем у них тех, кто ее спионерил или дали им обрезанное. И опять же, мы почему-то читаем вот эти Неаполисы, Томиафис, Александрия. Ну, это глубокая древность Ближнего Востока. Как мы можем это читать? Да очень просто пообрезали нам язык. Ну, что-то мы можем. Но это там можно относить налево, направо, там спорить, кто куда. Греки не греки, может там греки что-то забыли, хотя мы показали, что прародители греков и римлян все равно славяне. Но там есть проблема. Вот эти пальмовые ветви это указание на то, что перед нами не буквы, а числа. То есть перед нами самый древний славянский календарь. И тут написано лето 4050, а у нас сейчас идет 7534, насколько я помню. То есть этой теме примерно 4, ну, 3500 лет. Ну, это к тому, как они там датируют. На кого? На христиан, лепим в 6 век. Ну, а тут ребята на 1000 лет раньше. И это то же самое, кстати, вот вы можете прочитать. Ну, читайте сами. Вот это буква И. Это В. Ну да, она лежит на боку, да, без верха. Но это старое написание, извините. Почему иногда они читают не Иван, а Иоанн? Ну, читайте Иоанн, если вам так нравится. Но здесь написано Иван. И это мы видели на монетах тоже в Крыму, там эти товарищи, так называемые сарматы, а это смесь скифов с амазонками, по словам тех же ученых, пишут то же самое, только через 1000 лет. Здесь написано «наш сын». И вот этот символ лето 4040. То есть, ну, на этот год это как раз 3494 лета назад было. То есть вот это сверху, это титло, это указание на то, что перед нами, ну, не буквы, а числа. Это там же, там, на горе, рядом с как раз с этим Мертвым морем. Так, ну что, совсем как бы трудно прочитать, ведь фразы-то базовые, и числа базовые. Я повторял, вот эта буква В, вы же можете прочесть Василев Саураматов. Ну, вот она так лежит. Перед нами монеты Боспорского царства с Крыма. И там опять этот самый древний календарь на Земле. Ну, а иногда они тысячелетия убирали, потому что, ну а зачем, как бы.
каждый день тысячелетия не меняется. Читаем о сараматах. Диодор Сицилийский, 1 век до нашей эры. С киевскими царями в результате среднеазиатских походов были переселены многие племена, а самых важных выселения было два. Одно из Ассирии, в землю между Пафлагонием и Понтом, ну это современная Турция. Другое из Мидии, основавшейся в реке Танаис. Эти переселенцы называются савраматами. То же самое Плиний Старший примерно пишет, 1 век до нашей эры. По реке Танаис, впадающей в море двумя устьями, живут сарматы, по преданию потомки медян, также разделенные на многие племена. Первыми живут савраматы, женовладеемые, называемые так, потому что произошли от браков с амазонками. Но опять же, напоминаю для тех, кто в танке, что сарматы это смесь скифов с амазонками. Вот получались сарматы. И вот туда между Пафлагонией и Потом там тоже как бы амазонки жили. Ну, и если подсчитать, ну вот эти наши древние календари сюда подставить, наука там в эти монеты попадает примерно, там дает большой разброс, там лет 500, наверное. Мы четко видим, что это монета 14 года до нашей эры. Вот по вот этой дате. Так это монеты Саврамата. И находятся они в Крыму. И Ассирия, и Мидия. И потом они попадают на Волгу, а потом с этой Волги вдруг славяне оказываются где? На Дунае. И наука говорит, ну мы не можем совместить там то с тем, то не те, то есть то не се. Ну а как не те, не се? Это одни и те же славянско-арийские племена, они там себя так и называют, между прочим. И здесь они все описаны как славяне. Ну это вы их разделили, они себя что не разделяли. Разделили, обрезали, но они как были, так и были. Но кроме Боспорской эры, есть еще эра Вифиния и Понт. Вот она, красная стрелочка внизу. В 117 году нашей эры. То есть считается, не, ну до нашей, она возникла в 149 года до нашей эры. По крайней мере до 5 век нашей эры. И была в Малой Азии и на Черном море. Я к чему? То есть савраматы, их монеты с самым древним славянским календарем, это и Боспорское царство. И вот это то, что рядом с Византией, Вифиния и Понт. То есть и существует оно примерно 7 веков. И опять же, знаний никаких. И есть там как, такой интересный город Прусса. То есть поморские русы или те, кто живут по морю. Ну так и есть, они вдоль моря и живут. Ну, и здесь вот эта зеленая стрелочка показала, что это не просто буквы. Это числа как бы самого древнего календаря. Они знают. Знаете, что они лепят? Я же говорю, вместо того, чтобы сказать, ребята, ну честно, это древний славянский календарь. Ну это просто честно. Они начинают лепить. Это там особая Боспорская эра кому-то торкнула. Тут кого-то торкнула фифинийскую какую-то эру. Их все торкает и торкает в какие-то эры. Хотя видно, что стиль-то одинаковый. И если подставить как бы древнеславянский календарь, то он сразу показывает, когда они начеканены. И не надо там ничего выдумывать, никакие эры. На каждом шагу новая эра, новая эра. Какая новая эра? Обычный славянский календарь. Так самое смешное, это позор вас всех и так называемых историков. На тысячелетии России, который стоит в Новгороде, там написан этот самый древний календарь. И надпись гласит лето 6370. Я повторяю, если это еврейский календарь, дайте циклы. Мы посмотрим. Если вы хотите дать вам более глубокую информацию, то следующая дата – это гибель Атлантиды и Фаты, которая у вас тоже запрещена. И мы уже рассматривали ее на славянском радио, я показал, где эта Атлантида погибла, куда Фата упала, как современная наука это все нашла, показала. У славянского календаря много древних дат, это просто ближайшая. А предыдущие даты тогда вообще не существовало современных народов, от слова совсем. Так у вас написано, где эти академики, профессора, которые изучают самый древний календарь на Земле, он у вас запрещен. Вы знаете, там китайский, майянский, нанайский. А почему русский запрещен? Почему вы его не изучаете в каждой школе?
Если вам мало этой даты, давайте удлиним. До катастрофы Атлантиды и Фаты вам хватит, чтобы не лепить Горбатова про какие-то другие народы. Так я вам напомню, даты и циклы календарей Америки и Ближнего Востока, они совпадают. Потому что там источник один славянский. Но то есть все как бы разрешено, запрещено, но в школе информации ноль. Ноль. Хотя если вы придете к некоторым товарищам, спросите, какое лето, они вам скажут. Ну так это лето, извините меня, придумали славяне. И перед нами календарь астрономической точности, распространенный по всей Земле. И он уходит еще более глубокую древность. Вот почему он и запрещен. А для тех, кто в танке, рекомендую сходить в музеи. Потому что на славянском радио мы уже разбирали. Они завалены древними календарями. Завалены. Вот этот шигирский идол, это древний календарь, модель Солнечной системы. Возраст примерно 12 тысяч лет. Ну, идите читайте, раз вы не знаете, чей это календарь. Мезенский браслет 20 тысяч лет. Опять же, циклы Фаты там есть. Опять же, модель Солнечной системы. Носился на руке. Вам что рассказывают? Они письменности не знали, не писали, не читали, ничего не умели. Перед нами модель, моделирование. Перед нами астрономия, астрология. Ну, и письменность древняя. Называется черты и резы. Для вас это чертежи и разрезы. Ну, опять же, откуда все и пошло. Фесский диск. Вам прожужжали все, город Фес, Греция. О, Фесский диск. В России их 5 нашли. 5. Это в открытых источниках есть. Да посмотрите ж хотя бы свою прессу. Вопрос к так называемых ученым. Вы куда их делите, дорогие друзья? Потому что слева вот это как раз первоисточник фесского диска. Это сибирская календарная система. Где генетики нашли генетические следы как раз предков современных как бы жителей России. Ну, по крайней мере, тех, кто остался центрально. Ну, все это есть в науке. Следующий кусочек, его тоже там на Кавказе нашли, отсылали в Грецию. Грецы говорят, да, один и тот же тип, ля-ля тополя, это было еще 90-е годы. Ноль, тишина. Еще один, вот этот беленький внизу тоже нашли, там же рядом. Где он теперь, одному богу известно. Справа вверху мужик в Рязани нашел этот диск. В Рязани, рядом с Рязанским Стоунхенджем нашел. Пошел к ученым. Они ему говорят, бери и иди отсюда подальше. Какие тут реки в Рязани? Ну и что у нас тут, обсерватория рядом. Иди гуляй. То есть таких находок по территории России, по крайней мере мне известных, их масса. Так ученые-то вообще хоть что-нибудь начнут делать, шевелиться. Я же даже их расшифровал вам. Показал это на радио уже много-много лет назад. Даже усилий не надо прилагать. Теперь каждый их может расшифровывать. Ну, знаете, откуда письменность пошла? Что она пошла со звезд. Что никакой дядя там ни под какими веществами их не придумывал. Они брали из того, что видели все. Это звезды и движения как бы небесных объектов. Это к тому, кто там ее придумал. Но тот же вторая часть древнейшей календарной системы Сибири, Ачинский жезл. 27 тысяч лет. Но расчеты показали, что он полностью совпадает с шапками-невидимками. То есть эти шапки я назвал так, потому что там 27 планет Солнечной системы есть. Опять же, вам об этом по нулям. А только легенды 3-9 земель, то есть 27. Почему невидимки? Потому что там показаны планеты видимые нам, и дальше пошли невидимые. Ну, видно, что тут как бы вот этот каждый ярус, это как бы новая планета. Понятно, что никто их не расшифровал, но это древние календари. Это надо брать как бы объект и считать просто его циклами. Так вопрос в том, что один из них полностью совпадает с Ачинским жезлом. То есть одна и та же культура. Только Ачинскому жезлу от 20 до 30 тысяч лет дают, так называемые ученые, а шапкам-невидимкам 3,5 тысячи. Они по Европе распространены. Ну,
как бы опять же, ничего не надо делать, я взял, расшифровал, показал, тоже на радио посмотрите. То есть там одна и та же как бы культура. Почему я ее расшифровал? Да, я славянскую культуру применил. Все, больше я ничего не делал. Взял калькулятор, славянскую культуру сложил, расшифровал, что вот они эти планеты. Любуйтесь. Говорится, кто не верит, берите калькулятор в телефоне, проверяйте. Но есть у нас это Пальмира, северная, так это же Питер. Ну, Питер, а есть южная Пальмира, это Одесса. А есть как бы Петра и Пальмира, как говорится, в Сирии. А ничего, что как бы названия одни и те же, что вообще основатели вот этого города Петра, они как раз и основали Питер в итоге. То есть переселенцы с этого Ближнего Востока, они расселялись, заселяли территории, которые до этого пострадали от глобальной катастрофы, и как бы те же самые города, в принципе, и основывали. Вот вам для доказательств одно из них. Вот эта богиня слева из Петры. Это у вас тот, кто стоит на колонне в Питере. Ничего, что как бы у них все одинаковые символы. Да, и вместо как бы серпа и пшеницы ей вручили крест. Ну, а серп ну, пшеница превратилась в крылья. А так, в принципе, позиция одна и та же. И она это не просто так. Потому что там на месте Питера всегда был город, потому что ну, надо было выходить в море. Ну, значит, там кто-то и жил. И не Петр его основывал, ну, в лучшем случае дополнял, восстанавливал. Это мы в предыдущих видео смотрели. И вообще, если ваша история сейчас разрешено по разрешению немецких ученых, которые даже языка, наверное, русского ж не знали, они на немецком говорили. Но в киевском синопсисе написано совершенно другое. Да, представьте, есть такая книга, которая рассказывает, что славянской истории 5300 лет. И она началась после нового потопа на Ближнем Востоке. Ну, и то, что у вас полностью запрещено, что опять было три сына. Да, но и, дорогие друзья, это как бы не имя собственное. Это как раз как бы общее понятие. И было у него три сына. Афет это просто расширение, как Юрий Долгорукий, максимально расширившийся. И вот он как бы и делил между выжившими ветвями как бы потомков разные страны. И я уже показывал, кому Африку там отдали, кому Европу, кому Азию. Но сам факт, что это белые люди вообще-то. И как бы да, там описывается история после Ноева ковчега. Я показывал этих фараонов, которые там 4500 лет, а обычные белые люди. Современные генетики говорят, ну да, это как бы скорее всего генетика белых людей. Вот у нее камень латырь на повязочке, на отчелье. И сами они, ну, фараоны того времени. То есть вообще династия фараонов была заложена белыми людьми после глобальной катастрофы. Это описано как раз, а в наше время подтверждено находками. Только вы об этом никогда не узнаете. Что-то не пишут тогда о народе русском. Русские или российские народы, суть славяне. О, какое открытие. Единого естества своего афета и того же языка. А славяне от славных дел. Ну, это как бы простим им. Эту как бы недосказанность. Славяне от мира славе. Это божественный мир, ближайший к нам. Из него приходят в наш мир яньская и инская энергия, то есть мужчины и женщины, и пытаются этот бардак немножко подтянуть до уровня божественного мира. Ну, когда они делают свою работу. Сейчас вы забыли про это от слова совсем. Сейчас пытаетесь понять, от какой лично вы обезьяны произошли, поэтому всех обезьян мира стараетесь копировать, из-за чего и стали их удобрением. Ну, все-таки есть те, кто не стали. Есть те, которые помнят, что они произошли все-таки из божественного мира и пришли сюда для того, чтобы этот мир чуть-чуть сделать лучше. Или вы сами же себя уничтожите по собственному желанию, раз не хотите помнить прошлого. И что они тут пишут? Ну, тот рос, имя свое от древних времен стяжали, там на широкие части света распространились, там разные моря, вот это Черное, Азовское, там Дон, Волга, Днепр, Дунай, и, короче, пошло перечисление всех этих широких занятых территорий. Потому что, повторяю, Эофет это от максимального расширения, а не имя собственное. Если не знаете, ну сходите к генетикам, скажите, сколько от одного человека может произойти народов. Пускай они вам расскажут. Может.
А когда же был этот потоп? Ну, опять же, все пересчитывая, мы понимаем, что потоп был 5300 лет назад. То есть история еще недавно наша начиналась 5300 лет назад, после глобального потопа, периодического, кстати. Он еще повторится. Но, может, как раз накроет тех, кто не захотел быть человеком, а стал обезьяной или удобрением. Ну, а для тех, кто вспомнит, что они люди, может как бы и не повториться. И там же пишут о Мосахе. Мосах, оказывается, шестой сын Афетова, внук Ноев. Он, опять же, тоже трактуется как тот, кто максимально вытягивает, растягивает лук. То есть хорош в стрельбе. Это, между прочим, скифы такие, хорошие охотники, да? И от него, кто ж от него произошел? Московские, славяно-российские народы, польские, волынские, чешские, болгарские, сербские, хорватские. Ну, короче, много-много-много. Так вот этот Мосах после потопа, лето 131, то есть это более 5000 лет тому назад, от Вавилона пошел в Азию, в Европу и начал расселяться по берегам морей и рек. Ну, и вот это идет Черное море, Дон, Волга. Ну, идите почитайте. То есть это в открытом доступе берете, читаете. И тут же пишут, что, дорогие друзья, Афет это толкуется как расширение или максимально расширенный. Это не имя собственное, дышите ровней. Как и Мосах. Тот, кто вытягивает, растягивает лук. То есть Мосах праотец славяно-российский. Ну, мы только что видели на Ближнем Востоке эти мозаики с русскими надписями, которым более там 3500 лет. Ну, может, есть еще. Может, записали просто на других по старой привычке. Эти дорогие друзья. Напоминаю для тех, кто совсем в танке и не смотрел предыдущие видео, что Япет, он же Иофет, он родил Атланта, Митея, Прометея. А Прометей опять был прародителем человечества после очередной катастрофы. И опять же, он подарил людям огонь, подарил искусство, возможность обработки камня. Он был из мира славы, он же с Олимпа его спионерил. Так он был скифским царем. А вот этого Иофета просто как бы библейские товарищи переписали под себя. То есть Иофет известен там в Греции, известен, но это миф, связанный с Прометеем. В Библию его тоже занесли. Ну, ребята, Библия это книга. Много Библии, у вас будет библиотека. Ну, просто книга, да. В средневековье и ранней современной европейской традиции он считался прародителем европейских, то есть белых народов. Ну, для понимания. А его один из сыновей Иван. Ну, это вот тот вот Иоанн, который вы читали. Что в этом на боку лежит. Его можно как Ша прочитать. Ну, давайте там Ишан почитаем тогда. Его искажать можно как и угодно. Это Яван, Юнан, Йон. В обратном прочтении это Ной, тот, которого вы все время ищете, что за Ной. Ну, вот он, этот Ной. И от него произошли ионийцы, то есть потомки Ноя. Они же греки. От Элисы произошли эолийцы. То есть все греки произошли от Ивана и его потомков. Могу это смело утверждать, потому что я вам давно говорил, что я древний грек. Ну, я это узнал в тренажерном зале. И тоже, как и вы, тогда посмеялся. Но лучше бы я не смеялся, потому что как раз тренажерный зал оказался прав. Биохимия у нас действительно древних греков. Только откуда мы взялись как бы в брянских лесах, непонятно. Мы тех греков отродясь не видели. И если бы я был один такой грек, а наши родственники, там, братья, сестры, они же тоже, получается, древние греки. А почему это так названо? Потому что на старых статуях Греции люди стоят совершенно другие, чем там живут. У них биохимия другая. Возьмите учебники как бы по бодибилдингу, почитайте, чем они там отличаются друг от друга. Ну, ну, ладно, Греция, так там же рядом Италия. А в Италии есть Неаполь. Как мы выяснили уже, этот Новгород, ну, новый город, то есть Новгород. Там же Венеция, мы читали, что ее славяне основали. Мы там были, смотрели этих этрусков. И, кстати, празднуют покровитель города Святой Януарий. День отмечается 19 сентября. Ну, так это рядом как раз с новолетие.
Да, новолетие там в конце сентября на день равноденствия приходит. Но, что пишут? Неаполь был основан греческими поселенцами в 8 веке до нашей эры. Ну, верим, только эти греки, я вам только что их показал, Иваны. И Неаполь это Новгород. Ну, назовите Неаполь, если так нравится. В 6 веке до нашей эры или в 4, ну, там разные источники. Потом получается, то есть изначально он был назван Партенопа по имени мифологической сирены, примерно там получается в 4 веке до нашей эры, был разрушен италиками, вот, а потом как бы вновь построен, ибо уже тогда был назван Неаполь, то есть новый город. То есть, ну так это Италия. И мы здесь читаем про то, как там наши греки как бы строили города, а всякие там италики их разрушали, а потом на себя все записали. Ну так это же как раз место жительства тех называемых этрусков, дорогие друзья, про которых мы тоже смотрели, что там вся славянская культура. Эти кокошники, и там вся мифология славянская, и они Рим основали, и они же потом пошли дальше в горы и пошли в ту же, как бы попали в ту же Германию в итоге, отходя от борьбы с этими италиками, которые ничем не занимались, кроме войны. И именно римляне заимствовали у трусков строительную технологию, письменность, все остальные технологии, колесницы, которые были опять же скифские, они из Сибири пришли. Самые древние колесницы в Сибири найдены. И мы это все смотрели в предыдущих видео. То есть вам даже напрягаться не надо, надо аж целое видео посмотреть. Не надо там годами эти документы листать, смотреть открытия археологические. Взял, посмотрел, нашел все доказательства. Пошел, написал и доказал профессорам, что они, мягко говоря, не правы. Ну так это есть в источниках. В словаре Стефана Византийского указано, что этруски это славянское племя. Итальянский историк Иоанн, ну, можно назвать Иоанн, кому интересно, а вообще это искажение, как вы понимаете, от Иван, он пишет, славянские поселения в Неаполитанском королевстве. И что он пишет в 15 веке? А славяне основали следующие итальянские города. Монтемиро, Сан-Феличе, Тавенна, Сирителла. Ну, так это я об этом и говорю, что все города построены славянами. А потом этруски как бы и принесли этим дикарям законы, философию, геометрию, строительство городов, храмов. И на основании этого как бы родилась Римская империя. Когда италики все переняли, вот назвали себя какой-то там цивилизацией. Укравшей все. Но забыли об этом. Ну, слава богу, нам могут напомнить. Историк 18 века пишет, что Пьер Ливек, он пишет. Латынь, как язык древних римлян, произошла от языка древнеславянского. Ведь Италию, по его мнению, основали перекочевавшие древние славяне. Ну, я же говорю, вы, как вы думаете, вот исторические мужи, они вообще, в принципе, хоть какие-то источники читают, кроме одной книги там какой-то своей? У меня такое ощущение, что нет. Они просто слева направо, справа налево переписывают. 19 век, 1717 год, француз Хаггер. Что он пишет? Он пишет, как бы, что русский язык вообще-то был перенят римляне. То есть тоже пишет и Саларыч, римляне славянских черт. Они оспаривают официальный бред, они грамотности славянских народов. И считали, что предки славян жили на Балканах, в Италии, в других районах Средиземного и Эгейского моря. То есть, ну, хватает источников? Вполне. Опять же, письма о славянских древностях. Тадеуш Валанский. Ради как бы справедливости дорогие фальсификаторы предлагали взять все труды Тадеуша Валанского, собрать их, ну и по-доброму просто сжечь вместе с ним. Его тогда российский император еле спас. Ну а что он там писал-то? Он переводил все ну, со стороны славянских языков. И вот что он оставил. Разве в Италии, Индии и Персии, даже в Египте
Нет славянских надписей. Разве древние книги Зараастры, разве развалины Вавилоны, памятники Дарии, остатки Парсаграда, Персиполиса, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятных славянам? Англичане, французы и немцы смотрят это как баран на новые ворота, я бы сказал. И только мы, славяне, можем довести эти исследования до конца. Только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам. Вы как бы количество источников, которые подтверждают то, что мы тут только что рассматривали, представляете себе? И здесь они не все. Это, ну, на радио мы много раз их показывали, просто это открывается, скажем, в нем все больше и больше. Открываются архивы, но уже люди в таком состоянии, что они архивы просто не читают. А зря. Тот, кто не понял свое прошлое, просто не имеет будущего. И вынуждены переживать его снова и снова, делать те же самые ошибки. Так что, Алексей, я, в принципе, свой доклад завершаю. И можно как бы переходить к вопросам и ответам на вопросы. Или, может, у тебя... Благодарю. Попрошу тебя только выключить демонстрацию экрана, а, чтобы у нас, да, вот прямой диалог уже организовался. Сейчас я включу отбивочку, и мы продолжим наш эфир, потому что первая часть нашего эфира завершена, и сейчас мы перейдем к вопросу наших слушателей и зрителей. А, Поэтому сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы пойдем дальше. Немножко у меня что-то с компьютером. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.com. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира: Новгород — это Неаполь, ему 4400 лет, запретная история славян. Вот Светлана нам прислала несколько вопросов. Один вопрос: в 17 веке произошла глобальная перезагрузка. Кто стоял за этой глобальной перезагрузкой? Или это были просто стихийные бедствия? С этой перезагрузкой, ну, по предыдущим видео вы можете на славянском радио посмотреть, стояла комета-убийца цивилизаций, который раз в 575 лет бьет по нашей цивилизации. Иногда нам везет, иногда не очень. И как бы цивилизация меняется. Потому что до 17 века была совершенно другая история, совершенно другие технологии, совершенно другая биосфера. Это есть в источниках. А потом этого всего не стало. То есть после очередной глобальной катастрофы, которая, повторяю, она периодическая, плюс по нам бьют всякие осколки этой кометы, потому что эта комета названа как раз околосолнечной. И мои исследования показывают, что эта комета, скорее всего, остатки Фаты, второй Луны, потому что именно 13 тысяч лет назад, когда 90% жизни на Земле погибло, и начались у нас вот эти постоянные проблемы. А вы их знаете как разные боги, которые как бы появлялись и от чего-то нас спасали. Так вот, они нас спасали, и происходила перезагрузка после этой кометы. И как раз до 17 века как бы было много скифов как бы, в Америке. Была Тартария, как вы знаете, а славяне это дети Тарха и Тары. Тара это полярная звезда, а Тарх это поверхность нашей Земли. То есть у славян Земля, Солнце внутреннее называется Дажбог, поверхность Тарх, а магнитосфера Перунович. То есть вот это полное название Земли. Отсюда мы дети Тарха и Тары, они же тартары, не путать с татарами, которых там придумали в 19 веке. Непонятно кого назначили, как и монголов. Пришли, назначили, вы монголы, а вы татары. Все, у нас тут историю надо писать, мы пишем. А по факту в Сибири существует огромное количество городов, как и в Америке. Потом это все пропадает, теперь вы по всему миру что? Откапываете города, по которые у вас под ногами. И вы ходите, то там что-то откопали, то там.
и оказывается, что ваш старый дом стоит на каком-то еще более старом фундаменте. Ну так вот это последствия той катастрофы. Соответственно, после очередной катастрофы фальсификаторам было что? Удобно фальсифицировать историю, потому что уже не было этой единой силы, потому что уже после глобальной катастрофы кто выжил, вел постоянные войны на передел мира, чтобы захватить освободившийся. И, соответственно, все это вы потом узнаете только в наше время, что была какая-то Тартария, а она почему-то была наследницей Скифии по документам. И те же скифы, те же тартары, это обычные белые люди. Ну, и было это примерно то же самое, как и сейчас, что там 70-80% это белые люди скифской культуры, остальные там оставшиеся 100, там 200 народов живут на той территории. Ну, примерно как и сейчас. Примерно так и происходило. Ну, произошла глобальная катастрофа, культура погибла, технологии погибли, а теперь вы постоянно удивляетесь какому-то там атмосферному электричеству, непонятно откуда и куда он, запретом на это электричество. Ну, в таком духе. То есть 17 век это Рубикон, опять же, глобальная катастрофа и огромного количества войн и переписывания истории, которые после этого начались. Действительно так и есть. Когда повторится эта тема с ударами, она же периодическая, плюс есть осколки. То есть вот эти 4 всадника апокалипсиса, это как раз разные кометы, которые предвещают удар основной кометы. Вспомните про Атлас, сколько у них там было писка. Так вот этот Атлас, это всего лишь 4-й всадник апокалипсиса. И основной удар как бы какого-то осколка кометы мы ждем примерно к 30-му году. 28-30 год, то есть скоро. Ну, может, нам повезет быстрее, потому что уже для реализации фильма «Терминатор. Судный день» все готово. Есть искусственный интеллект, он в ближайшие годы перерастет в сверхразум, ну и мы комету не дождемся. Нас просто уничтожат роботы и ядерный удар, а потом война роботов с людьми. Чисто все по сценариям фильма «Терминатор», по сценарию «Матрицы». Ну, я вас обрадую, всех не перебьют. Оставшихся будут как бы закладывать в эти человейники и потом показывать мультфильмы за энергию людей. То есть все по фильму «Матрица», все уже готово. Сверхразум через 1-2 года должен появиться. Роботы уже как летающие, так и ходящие есть. Starlink есть, со спутником они связь получат. А 5G, кстати, вам нужно не для того, чтобы как бы какие-то человеческие потребности закрывать. Вам для этого 4G хватает. 5G нужен для исключительно для управления роботами, а потом и биороботами. Ну, вот такой вот у них обычный план у товарищей сатанистов. И вы, когда вот эти фильмы посмотрели, вам им рассказали, вам они понравились, вы согласились. А вот если бы вы сказали, да, фильм нам нравится, но мы с этим не согласны, вот тогда напишите мнение в комментариях. Вы согласны с реализацией этих фильмов? Потому что все идет к этому сценарию. То есть мы до кометы не дотянем, нас, как говорится, будет восстание роботов, все будет нормально. Так что не переживайте. Если у вас есть какие-то проблемы, это мелочи. Благодарю. Вот еще одна реплика, вопрос. На мой взгляд, академическая методология профессора Фоменско, написано, наверное, Фоменко, очень хорошо разработана. Что вы думаете о его более чем 40-летних исследованиях? Я думаю, что это как раз яркий пример, что если ты не историк, а математик, то ты можешь найти намного больше, чем историк. Потому что, я повторяю, у историков есть одна книга. Ее там накропал Миллер, Байер, Шлёцер когда-то. Они сказали, ребята в авторитете, потому что тот на того ссылался, тот на того. Ну, не знали они русский язык. Ну, зачем оно им было надо, как бы? Ну, может, выучили по ходу. Ну, они придумали свою теорию, которая была выгодна им. Их верующие в их поддержали, потому что если есть там какие-то факты, которые не опроверг еще тогда Ломоносов, а потом огромное количество честных исследователей, правда, у них почему-то были русские фамилии. И они всех этих ученых тыкали вот эти письменные источники, древние. То есть Фоменко это яркий пример, что не обязательно быть историком, просто надо дружить с головой. Видеть правду, если у вас математические способности, они там, кстати, применяли те же методы
ну, что и Морозов, они применяли астрономию, как раз считали там лунные затмения, то есть они те циклы высчитывали, которые можно как бы в наше время проверить. Они не доверяли книгам, а проверяли. Они высчитали, что там очень много фальсификаций, переделок, переписываний. И поэтому Фоменко, Носовский — это хорошие примеры, когда честный исследователь, но не историк по образованию изначально, может разбудить людей. И они что же доказывали, что в Америке славяне жили. И в Америке огромное количество курганов, пирамид, засыпанных городов. А там вся культура не индейская, она славянская. А когда индейцев спрашивают, они говорили, да, были какие-то белые люди, жили в городах, потом потоп, там катастрофа. Мы остатки как бы добили, там европейцы помогли, и все. Теперь это наша типа территория. Так что индейцы там не коренные народы, они по генетике, кстати, из Сибири пришли, как и скифы, а просто остатки выжившей цивилизации, которые сначала помогли добить после катастрофы белое население Америки, а потом добили индейцев. Ну, то есть все по законам кармы. Разделяй, властвуй. То же самое, что и в наше время. И вот эта история, которую вы не знаете, она призвана как раз тому, чтобы вы не имели будущего. То есть с вами постоянно управляют. А вот у меня к вам вопрос. Вот представьте любую страну, да? Вас куда ведут? Вы можете сказать, куда вы идете всей страной? То есть, если вы садитесь в автомобиль, садитесь как бы в лайнер, садитесь как бы на корабль, вы куда-то плывете, летите, едете. Страна куда идет? Любая причем. Вы можете мне сказать, а я могу, но ответ вам не понравится. Поэтому, если есть следующая реплика, то давай переходить. Хорошо, идем дальше. Что вы думаете о календарной системе Хиневича, состоящей из 16 залов, и второй календарной системе Асова, состоящей из 12 залов? Их учения довольно сильно отличаются. Каково ваше мнение? Ну, я могу сказать, что неизвестная цивилизация этрусков имела календарь, разделенный на 16 чертогов. И они назывались, кстати, рассеянными. То есть это одна из ветвей славян. Я вам докладываю, я тоже рассеян. Как раз по отцу. Поэтому передаю вам большой привет от этрусков, у которых тоже 16 чертогов. И докладываю, в чем разница между 16 и 12 чертогами. Опять же, мы это смотрели в эфирах славянского радио. Проблема в устройстве Земли. То есть у нас на поверхности Земли, кто живет, а мы живем с вами на поверхности, я вам докладываю секрет, 16 чертогов. А тот, кто живет на внутренней поверхности Земли, полой, а это прародители славян по всем легендам, что мы вышли оттуда, это мир прави. А мир слави, он над нами. Он за нами наблюдает. То есть мир прави под нами, мир слави над нами. Все высокодуховные личности идут из мира прави в мир слави и потом в явный мир. То есть 12 чертогов или знаков зодиака, 12 часов дня, 12 часов ночи на ваших часах. Это время полой земли. А 16 чертогов, они же 16 часов, это время поверхности Земли. А разница в том, что ну, внутри Земля-то диаметр меньше. То есть время текет чуть по-разному. И поэтому под землей система 12, на Земле 16. Вот такой вам ответ. И мы строение Земли, кстати, ну, все эти высокоразвитые цивилизации, которые на Земле живет как минимум 5. Одна из них демоническая, которая вами сейчас и управляет через биороботов. И вы уже по файлам Эпштейна, ну хоть кто-нибудь увидел, кто вами управляет в большинстве стран, кто это все организовывает. Так я вам отвечаю, вы просто соглашаетесь на эти сценарии. Главный здесь человек. Когда вы соглашаетесь на сценарий, вы становитесь удобрением для этих сатанистов. Если не соглашаетесь, значит не становитесь.
Для этого надо просто быть человеком во всех аспектах жизни. А человек не травит себя наркотой. Человек не потребляет какой-то бред сивой кобылы в лунную ночь под названием информация, которая вообще ничего не объясняет. Он как раз развивается и работает на себя, на свою семью, на продолжение рода, на то, чтобы быть здоровым, знать природные процессы, их изучать и применять. То же самое, что мы на радио много раз рассказывали, как изучать и применять природные процессы. Потому что у нас много там, кто ищет Бога, дорогие друзья. Создатель, он говорит с нами языком природы. И тот, кто изучает и применяет природные процессы, он как раз изучает первозданный язык. Если ваше учение, там, школа, институт не рассказывает про природные процессы, как их применить и проверить, то, мягко говоря, оно как бы не изучает Создателя, не делает ближе вас к Богу. Вот и весь секрет. То есть изучайте природные процессы, применяйте, живите по ним. Один из них процессов — это энергия времени. Вот тот календарь, там то 12, то 16. И разные циклы, и разное даже движение стрелок. Потому что там, где 12, они движутся так называемый по ходу Солнца. Ну, внутреннего Солнца. А там, где 16, они движутся по ходу Земли, ну, внешней поверхности Земли. То есть, ну, на самом деле все просто, как вы видите. Просто надо изучать процесс, и тогда будет понятно, кто, откуда. Все эти источники есть, они сейчас оцифрованы, в открытом доступе, куча археологической информации. Берешь, ну а кому лень, тот заходит на канал Славянского радио или на мой канал, там Виктор Максименков, или Народная академия наук. И заходите и все это смотрите. Там всего лишь 600 видео на эту тематику, где показаны все эти источники. И расчеты, и доказательства, что это за календари, когда они действовали, как они работают, что это там за энергия времени какая-то, откуда вообще письменность взялась, как работает мозг, где там эта душа, дух, и почему кто-то употребляет наркоту и не знает как бы базовую письменность, он разрушает себе мозг, то есть перестает дружить с головой и становится удобрением для сатанистов. Все. То есть все на самом деле элементарно. Поэтому смотрите уже наработанный материал. Хорошо, благодарю. Ну, на этом вопросы у нас все. Хотя, сейчас я посмотрю. Вот еще Асов написал книгу о китеже. Что вы думаете об этой славянской, об этом славянском аналоге Атлантиды? Ну, я же только что говорил, что у нас каждые 575 лет происходит глобальная катастрофа. И городов, утонувших, погибших по всему миру, и в Сибири, в том числе и в Америке, их просто гигантское количество. Я эту книгу не читал, я вам честно скажу. Но таких исследователей, слава богу, огромное количество. Понятно, что все нужно проверять, но сам смысл, что то, что вам дают в школе в единственном экземпляре в качестве религии, то есть надо верить, вопросов не задавать, и только верить, что так и было, и вам отобрали лучшее. Это, мягко говоря, не совсем так. Вам просто дали то, что утвердил международный клан историков. То есть вы учите не свою историю, а ту, которую вам разрешили из-за бугра. Ну, если вас это устраивает, пожалуйста, учите. А когда вы придете в тот же Новгород, и вам там будет самый древний календарь, вы скажете: о, неизвестно чей. О, а какие циклы? Наверное, еврейские. Ну, там, правда, только Луна. А здесь и Луна, и Солнце, и он астрономической точности. Ну, ладно, кто будет разбираться в этих тонкостях? 16 там. А, кстати, там вы в курсе, что там же базовый цикл 40 дней. Потому что вы же в похоронных обрядах его до сих пор используете, а они в курсе. А цикл в 7 дней, это от Луны Лели вам достался. Опять, кто из вас это знает? У нее был цикл 7 дней. А вы скажете, а где он? Так он на крестах. Вот это Луна, полумесяц под низом, это Леля. А она есть на древнейшей, вот той сибирской календарной системе. Это просто циклы движения Луны за определенный период.
То есть все это есть, если основываться на славянскую культуру, все это есть. Музеи этим забиты, в запасниках еще больше. Просто надо отказаться от наркоты, надо отказаться от всего бреда информационного и заняться самообразованием. Легко и просто. И всем это советую. И тогда у человечества появится шанс. Потому что вы, многие спрашивают, ну а зачем вы это делаете? Как бы? Все равно это никто не ценит. Чтобы дать шанс человечеству. Вот и все. Благодарю, благодарю тебя, Виктор. Вот еще вопрос появился. В России существует несколько точек зрения на Тартарию. Какого мнения придерживаетесь вы, Фоменко, Кадыкчанский и другие? Привет из Чехии, Сденек. Мне интересны все мнения, но мне нравится, когда я изучаю источники, понимаете? А в источниках там четко написано: Татария наследница Скифии. Вы вообще у современных историков спрашивали, когда скифы появились? Что они вам начнут там лепить? Ну, 6 век до нашей эры, 4 век нашей эры, из ниоткуда в никуда, там при Черноморье, все на заднице у лошади. И все. Мы только что книги читали, там скиф это 4400 лет. Это он как раз родитель славяна и руса. А Тартария по энциклопедиям недавнего прошлого это страна. Понимаете, страна. И одна из Тартарий в Европе московская Тартария. А если взять тот же Питер, там есть карты, и там написано Тартарская Слобода в Питере. Где Тартары, где Питер, и где как бы все это. А потом, когда мы идем в Сибирь, мы видим кучу погибших городов. И, кстати, китайцев объединили те же скифы. Там тоже эти курганы, там тоже эти пирамиды, как в той же Америке. Ну, после глобальной катастрофы, ну, мало кто выжил. Плюс вы забываете, что, опять же, небольшое количество выживших при смешивании разных видов людей всегда получается худший вариант. Понимаете? Если есть как бы лучший вариант и худший, получается серединный, который потом деградирует до худшего. Потому что, опять же, вот спросишь товарищей, генетиков всяких там разных, и вот если смешать черного человека и белого, как вы думаете, какой получится? Черный. И всякая там медицина нам рассказывает, вы знаете, доминантные гены. Понимаете, вот такие вот дела. Дорогие друзья, у черного человека 6 энергонов в строении души, у белого 16. В белом цвете есть все цвета, в том числе и черный. И теперь у меня к вам вопрос. У вас есть дом, у него фундамент и 6 этажей сверху. Есть дом 16 этажей сверху и фундамент на 16 этажей. А теперь вопрос простой. Если мы возьмем фундамент от 6-этажного дома и на него начнем лепить 16-этажный, как вы думаете, что произойдет? Ну, на каком-то этаже вся это дело просто развалится, не дойдя до 16, потому что там запас, ну, 20%. То есть, ну, до 10 этажа мы, может, достроим, и все. То есть, если внешность будет белая, а основа черная, такой человек просто существовать не может. А если фундамент взять от 16-этажного дома, а сверху залепить 6 этажей, что будет? Ну, он будет стоять очень долго, будет очень талантливый, скажем так, простоит дольше всех. Так вот это ж и будет, что внешне это черный, а основа белая. И она уже никогда не будет белой, потому что ну, просто нет такого количества как бы энергонов, это строение души. Ну, сам факт, что все, что вам рассказывают, это мнение существ, которые в авторитете. Но никакого отношения часто к реальности оно не имеет. И какой-то авторитет и слова не скажет другим, потому что другие существа, которые произошли от обезьян, они им даже лапу не пожмут. Но если ты человек и от обезьян не происходил, то ты можешь замечать, что вообще-то ну, не все произошли от обезьян. А тех, кто произошли от обезьян, я давно уже показал на своем канале. Помог науке.
Ребята 100 лет не могут показать, кто от обезьян произошел. Дайте хоть доказательства, мы сами почитаем, убедимся, обрадуемся. Доказательств ноль. Наука заведена в тупик. Никакому человечеству он не служит. Оно служит, чтобы общество никуда не шло. А было как корова в каком-то стойле, которую сначала доили, а потом, когда надо, опустили на мясо, на шкуру. Ну, так это по вашему согласию происходит. Вы так поступаете каждый божий день. Потому что у вас духовное развитие падает до нежити, нелюди и всяких там бесов. Вы себе, а другим нет. И, соответственно, вами кто может управлять? Демоны. А если вы хотя бы жили потребностью тела, были бы жителями, а вы их даже не знаете. То есть у вас была бы хотя бы базовая духовная основа. Если бы вы жили как бы как люди, так у людей вообще-то 9 человек детей должно быть как продолжение рода. И обеспечение живой еды, живой воды, живого места жительства. Образование нормально. Это образы ваять. Какие вам образы ваять? Вам обрезали все. Вам только звуки-пуки оставили. У вас нет ни названий букв, ни чисел, ни образов. А есть только бред сивой кобылы в лунную ночь, который какой-то там авторитет выдал. Он не имеет доказательств, зато он так поддержан авторитетом. Поэтому Тартари это дети Тарха и Тары. Вот и все. Она наследница Скифии во всех учебниках. Ну, не так давно фальсифицированного прошлого. Жили там другие народы? Жили. Ну, это была ситуация, когда описывается, что приезжает арабский путешественник в золотую, как говорится, эту Орду и пишет, 70% воинов русские люди в Золотой Орде. А вы знаете, что она золотая это называется? Потому что основной воин ходил в чешуйчатом доспехе скифов, в котором и русские воины ходили. И исследователи, которые раскапывали курганы, а потом захоронения славян, они говорят, ребята, в курганах скифов и в курганах захоронений славян вещи примерно идентичны. Это одна культура. И такие же вещи были на всей Сибири, потому что после времен Петра начали грабить там курганы. Ну так до времен Петра их не грабили, потому что там была Тартария. И она была, торговала с Америкой, там городов как раз со стороны Тихого океана просто огромное множество. Потому что эта Тартария от Чукотки шла. И именно по этой Чукотке был нанесен удар. Он был сначала как бы военный, а потом как бы этой кометой, я не знаю, но он был нанесен. То есть в первую очередь стерли Дальний Восток современной России. То есть на древних картах Охотского моря, например, нет. Зато там есть города всякие, которых нет сейчас. И мы читаем, что вся Сибирь после этого замерзла. То есть вот эта так называемая вечная мерзлота в наше время тает. Так какая же она вечная тогда? Вы скажете, ну там повышение температуры. Его нету. Его нету. У нас самый холодный период за всю историю. Холоднее было только там при глобальном вымирании, очень давно. То есть у нас глобальное потепление, а отродясь нет. У нас самый холодный период времени после разных катастроф. Ну, так а что там все орут про СО? Вы, кстати, вот вам яркий пример вашей полной стерильности. Кто из вас там борется за планету, сокращает выбросы СО? Дорогие друзья, от СО зависит рост растений. Если их сократить, растения перестанут расти. И вы с голоду просто передохнете. А потом и дышать будет нечего, потому что нет роста растений, нет выхода кислорода. Вы хоть знаете, сколько этого СО в атмосфере? 0,04%. Это при том, что у всех у вас есть интернет. Если упадет до 0,02%, я же повторяю, рост растений на Земле остановится. Остановится рост, сначала не будет еды, а потом мы выдыхаем кислород, СО выйдет, а растений нет, перерабатывать некому. И люди просто передохнут. Все это превратится в пустыню после окончательной ядерной войны роботов. И увеличится, может, тогда температура. И как бы поверхность Земли будет полностью освобождена от неразумных существ. По какому плану вам больше нравится? Передохнуть от отсутствия СО, от отсутствия роста растений в ядерной войне или от
войны роботов, как показано в Терминаторе, это выбирать только вам. Но вы пока четко выбираете самые жесткие сценарии. Ну, имейте в виду, не все так делают. Я все. Благодарю, Виктор. Вопросов у нас больше нет, поэтому предлагаю тебе сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Будем завершать эфир. Да, Алексей, благодарю тебя. Я хочу напомнить, что человек остается человеком в любой ситуации. Его выдают поступки, действия. То есть это не название, это как раз уровень духовного развития. Более низкое духовное развитие — это людина, там, это как раз район как раз сердца, души, душевный он такой. Это как раз раньше было больше присуще нашим людям, белым, славянам. Ниже, который живет потребностью тела, это просто житель. Так вот, если вы всегда и везде будете человеком, если вы все-таки не произошли от обезьяны или не стали удобрением для обезьян, вы пройдете сквозь огонь и воду, потому что на земле вы главный, вы выбираете сценарий. Если вашими поступками вы выбираете уничтожать себя и все вокруг, ну, вы это и получите. Но имейте в виду, так делают не все. Вы спросите, кто? Все спились? Нет, не все. Все там обкололись? Нет, не все. Все бред сивой кобылы с утра до ночи слушают? Нет. И едят всякую гадость? Нет. Наркотики потребляют, разрешенные, запрещенные? Нет. Это в вашем окружении. Вы, если будете повторять, ну, вы отказались от человечности и так или иначе уничтожите себя и окружение. А если вспомните, что человек, будете главным в этом мире, такие выживут и создадут новые цивилизации, будут новые Прометеи, новая история. Так что имейте в виду, да, кто пройдет экзамен, тот и будет составлять новое человечество. Поэтому будьте человеком во всех своих делах, всегда и везде. Это очень просто на самом деле. Благодарю. На этом я предлагаю наш эфир на тему «Новгород — это Неаполь, ему 4400 лет. Запретная история славян» заканчивать. В гостях у нас был Виктор Максименков, Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио. Помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч! Оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.